Намасте, дорогие друзья. Сейчас будем делать упражнение. Сегодня будем заниматься йога прямо сейчас. Простите, у нас технически не получилось вовремя начинать упражнение. Очень благодарю, что вы ждали. Эта программа. У нас первый эфир по йоге получится в YouTube, поэтому простите еще раз. Сейчас мы займемся. Все начинающие или тот, кто очень хорошо занимает йога на высоком уровне, для всех полезно будет. Я доктор Каляр с вами, я травматолог-ортопед, потомственный йог. Покажу, как заниматься упражнениями, как полезно будет вам это все. Значит, вы готовы, и я готов. Значит, для йога в первую очередь требуется самоэстетик. Это ровное. Ровное эстетик. Эстетик значит состояние. Йога это первый путь йогический. Всегда запомните, йога началась с этой. И созерцание себя должно быть всегда. Сегодня мы будем о позвонке, как вы сидите дома, как это все делать, об этом говорить. Давайте сначала первый самоэстетик. Вот сделаем. Ровная спина, ровно руки вдоль тела. Делайте вдох, выдох. Асанка справляется уже немного. Вы примерно если 10 дыханий делали, только тогда этого поза будете выходить. Откройте глаза. Начинаем с согревающего упражнения. Йога начинается с согревающего упражнения. Почему? Потому что согревающее упражнение начинается почему? Потому что йога, пока сустав не согревся, сейчас. Пока сустав не согрелся, вы не можете выполнять асана. Чтобы дойти до глубины асана, надо заниматься согревающим упражнением. Поэтому вот начинаем с восхождающий поток энергии. Восхождение. Восхождение это жизнь. Давайте, дорогие друзья, начинаем. Вот это энергетическая поддержка для нашего тела. Вдох, выдох.
Примерно 10 раз делали наружу, в исходном положении, четвереньки движения. Также будете делать внутренний. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 10 раз в исходном положении, внутри вдох, в исходном положении выдох. Внутренний вдох, в исходном положении выдох. Таким образом 10 раз делали. Потом делайте с левой ногой. Всегда начинается правая нога, потому что правая это солнечный канал. Правая это мужская энергия. Правая это динамика. Потом левый. Видите, бедро ровно. Это дает выносливость. Сразу Вдох, выдох, 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 вдох, выдох. Вдох наружу, выдох в исходном положении. Вдох наружу, выдох в исходном положении. Вдох наружу, выдох в исходном положении. 10 раз, если вы делали, потом делайте внутри. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Таким образом, вы уже голеностопный сустав, который один из важнейших суставов в теле, где все опор тела находится, согрели. Пойдем в следующий этап. Коленный сустав. Где разные болезни бывают. Если голеностопный сустав взяли, то там может быть халгус такой болезни. И разрастание кости бывает, сами знаете. Много женщин болеет. Если будете каждый день практика делать, там костный обмен веществ нормализует, кровоток нормализует, токсин выводит. И за счет этого эта болезнь не будет. Или были, то не будут расти больше. Следующий. Коленный сустав. Вдох, выдох. Вдох наружу. Вот так показывает. Выдох. Вдох наружу делали, отсюда начинаем, да? Вдох. Выдох. Вдох наружу. Выдох в исходном положении. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Таким образом 10 раз делайте. Потом в другой стороне вдох, выдох. Вдох, выдох. Десять раз правая сторона, 10 раз левая сторона, когда вы делали, вы уже согрели коленный сустав хоть немного. Это очень полезно, потому что кровоток лучше будет, смазка, коленный сустав часто уменьшается у людей после 40 лет, сами знаете, и будут лучше. Теперь речь идет таз. Вот первая чакра. Сейчас кратко говорю, об этом тоже в следующий раз можем больше объяснить. Первая чакра – это прямый часть половой орган, ягодичной области, прямая кишка. Вот это основное местонахождение. Значит, вперед, живот, вдох, в исходном положении выдох. Четвереньки, движение, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Такое 10 движений делайте. Также левой стороны вдох, выдох, вдох, выдох,
вдох, выдох, вдох, выдох. Движение делайте 10 раз правый, 10 раз левый. Уже будет минимальная согревающая зарядка для тазобедренных суставов и для муладхара чакры. Теперь следующее упражнение. Вот анахат чакра находится здесь, сердечная чакра. Руки так положите, вдох, выдох. Вдох к себя, выдох к наружу. Вот руки, видите, вот ровно, как бумага, ровно держится на воздухе в уравновешенной форме. Такой же ваша кисть. Вот так делайте к себя, вдох, 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 выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. 10 раз делайте. Потом будете вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. 10 раз делайте. Уже чувствуете согревающие энергии в теле. Потом, после этого, шея. Часто у нас нагрузка весей получается, голова держит все время, 24 часа практически, поэтому шея и остеохондроз часто бывает, и упражнения для шеи важно. Хоть это согревающие упражнения, но надо заниматься ежедневно. Хоть одно и то же упражнение, заниматься надо ежедневно, как мы кушаем каждый день, зуб чистим каждый день, так же дела. Подбородок положили, это энергетический опор, вот подбородок. Как Джаландхар банд или вот эта щитовидка, да, ямка, которая есть. Сюда и спускали, полукруг вдох, полукруг выдох, полукруг вдох, полукруг выдох, полукруг вдох, полукруг выдох. 10 раз с правой к левой стороне. Также будете с левой правой стороны 10 раз. Вдох, выдох. Вдох, выдох, выдох, выдох. Полукруг вдох, 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 выдох, выдох, выдох. Полукруг вдох, 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 выдох, выдох, выдох. Вот таким образом 10 круг с правой к левой, потом с левой к правой делайте. Массаж шейной области получается. Йога – это активный массаж, а массаж, самый юридический массаж – это пассивная йога. Представляете? Какой интересная вещь. Поэтому мы массировали свое всей активном форме. Поэтому кровоток, чем лучше будут, остеохондроз не будет. Профилактика получится. Причина болезни мы не хотим убирать, поэтому болезнь появится. Если причину можем убирать, болезни не будет. Мы даем повод, что появилась болезнь в нашем здоровье, поэтому болезнь появится. Следующее упражнение. Это будут
Очень простое упражнение. Правой руки ведущие. И делайте 50 раз. Раз, два. Сзади так поворачивать и соединиться. Раз, два. Я показываю сзади. Таким образом 50 раз я сейчас делаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Теперь вы активизировали правой руки. Это не просто правой руки. Это энергия мужской. Это динамика. Это ваша динамика. Вы могущая работа можете выполнять, когда вы динамикой занимаетесь. Теперь левой руки. Это руки женские считается, или лунная энергия, лунный канал. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот так. Чувствуете необыкновенную энергию в себя. Занимайтесь, если вы сейчас прямо занимались, вы можете писать комментарии, как себя чувствуете. Следующее. Вот это 3 упражнения, согревающие в комплексе. Да? Правый 50, левый ведущий 50. И теперь будем следующее упражнение. Правый 1 раз ведущий, левый 2 раз ведущий. Значит, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Да, вы первый раз занимаетесь, вы можете меньше заниматься. Как себя чувствует тело, соответствующе вы должны заниматься. Не обязательно гонять, как я делаю. Первый день всегда меньше заниматься, плавно неделю, плавно следующую неделю, увеличивать постепенно. Выносливость, мышцы, связки, сустав, все будет увеличиваться, и вы можете выполнять блестящую зарядку йогический, и вы себя чувствуете
свободный. Как меня хорошо, я сам себя сейчас хорошо чувствую. И вы тоже наверняка, если вы занимаетесь со мной. Пойдем дальше. Следующее упражнение, тоже согревающее упражнение. Это важно, видите, я больше акцентирую на согревающие упражнения, потому что много в моем опыте люди, которые не согревали не согревающие упражнения, не делают, сразу же асаны выступают. Попытаются быстро асана делать. И много-много асана только делают в течение часа. Часто получает растяжение мышцы, такой диагноз есть, или растяжение связки суставов. Я поэтому хочу рекомендовать, надо как йог, у вас должно быть терпение. Терпение во время упражнения, терпение во время аскеза, терпение на все. Терпение – это внутренняя сила, это сила духа. У вас есть эта сила. Со мной занимайтесь, смотрите, что происходит у вас. И напишите обязательно в комментариях. Следующее упражнение. Вот пятка соединяем. Почему пятка соединяем? По травматологии ортопедии, да, считается, вот это между ними вот такая линия. Это есть вес наша держится, вот видите, прямая линия. Вес. Чем мы можем оба стопа соединить, это один из показателей нашего здоровья. Поэтому так надо держать хотя бы в этом упражнении. Не на все, конечно, в этом упражнении. Теперь энергия исчерпается с земля. Я сейчас покажу. И приседания делайте. Хотя бы 10 раз. Сегодня хватит. Вдох, выдох. Или дыхание не читайте, просто читайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остановите. Сейчас покажу еще раз. И я делаю тут же. Раз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот я всего 10 раз делал. Делать можно 50 раз. На будущее. Сейчас, после такой согревающего упражнения, мы придем к асанам. Самая интересная часть, то, что я сказал, сегодня будем заниматься йога для спины. Йога как терапия. Йога лечит разные болезни. А как лечит? Аптека внутренняя есть. Если у нас есть внутренняя аптека, его мы можем открывать, то много болезней уйдет. Как сегодня сказали, самоизоляция. Самоизоляция, самодисциплина, которая требуется от каждого нас народ, это поможет от коронавируса уходить. Такое же дело. Когда мы открываем собственный иммунитет, собственная аптека, то много болезней не могут ближе к нам подойти даже. Наше биополе не может захватить, то как захватить наш организм. Поэтому давайте. Следующее упражнение для спины. Вперед-назад упражнение такое есть. Делайте 10 раз, 20 раз, как вы можете. Силе плечо, нога. Голова так поднимите, видите? И спина, проработка спина идет. До сюда приходим. Не поднимая голова, если можете. Опять.
Вот таким образом, вперед-назад, 10 раз делайте. Вы чувствуете, и спина как гармошка открывается. Вот. Для шеи мы уже одно упражнение делали. Потом тоже покажу еще для шеи. Пока для спины, о которой мы говорили, грудный отдел, поясничный отдел, крестцовый отдел и копчиковый отдел. И для коленный сустав, тазобедренный сустав и голеностопный сустав. Великолепно будут работать это упражнение. Постепенно дозировка будете увеличивать. Каждую неделю хотя бы 2 единицы увеличитесь. И через какое-то время вы спокойно можете делать 20 раз, 30 раз, 40 раз и 50 раз. Главное, вы не спешите. Имейте терпение. Одно упражнение делали, отдыхайте. Йога не как другие спорты, которые друг за другом надо бегать и делать и показывать себя. Это самотел, что сама сила внутренняя открывать. И не было болезней, здоровье мы жили. Теперь следующее упражнение сейчас покажу. Так. Одну минуту. Сейчас. Так. Следующее упражнение для спины. Если делать, есть белая асана. Сейчас делаем. Вот руки так положили. И вот я примерно 10 раз делаю. Скачивание спина. Все назад. Сделать. Это очень хорошее упражнение для спины. Каждая часть спина будут массироваться. И легкий себя чувствуете, когда вы сидите на компьютере или просто сидите дома, на диване. И сейчас такой период, когда у вас все время надо, что-то требуется для спины. Сколько можно сидеть? Устаешь. Раньше хотелось все время сидеть, потому что наружу выходил, то делал, все делал, и хоть домой попасть. То сейчас наоборот. Сейчас ищем повод, как выходить. Теперь, следующее упражнение для спины. Значит, один нога взяли. Вдох, выдох. Видите, вот все сосуды, нерв, мышцы, ягодичные, бедренные открываются, подтягиваются, и спина выровняется. Вдох, выдох, 10 дыхания делайте. Примерно 10 раз делали. Следующий делайте 10 раз.
Вдох, выдох — это один дыхание. Такой 10 раз это делал, 10 раз это делал. И если энергии получится, отдохните 1 минуту. После каждого упражнения йога 1 минут надо отдохнуть, чтобы вы набирали силы для следующего упражнения. Соедините обе коленные суставы, держите так крепко. И вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Десять дыхания, 10-кратно. Вот 10 дыхания делал, руки опускайте, плавно ногой спускайте, отдохните. И 10-кратно такой надо повторять. Теперь, из спина, это напряжение снимать, как делать? Нога поднимайте в таком уровне и бросите сильно. Пришли в себя, нога поднимайте, бросите, отдохните, поднимайте. Резко надо бросить нога. Примерно 10 раз делали. Потом правой руки также будете, сила набираете и бросите резко. Левой руки сила набираете, напряжение даете, бросите резко. Сила набираете, бросите резко. Сила набираете, бросите резко. Сила набираете, бросите резко. Сила набираете, бросите резко. Таким образом 10 раз делайте. Потом вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 10 дыхания делайте. Десять раз делали, плавно пришли, отдохнули. Когда вы чувствуете силу, только тогда опять поднимайте. Опять обратно спускайте. Сейчас мы делаем 5 раз, 2 раза я делал, еще 3 раза делаю. И вы делаете. Потом другое упражнение делаем. Потом соединим это упражнение. Вы смотрите, какой колоссальный эффект дает. Отдыхайте достаточно. Не спешите. Опять делаем.
Здесь 10 раз делал, отдохнули. Это третий раз было. Четвертый раз. Пятый раз. Теперь следующее упражнение для спины. Вдох, выдох, 10 дыхания. После этого это упражнение усваивайте, потом будет легче. Два упражнения как делать. Покажу. Поэтому имейте терпение и делайте. Вот таким образом 5 и 5 раз. Предыдущее упражнение, это упражнение делайте и отдохнуйте. Сейчас, одну минуту.
Теперь следующее упражнение. Как комбинировать это два упражнения для спина, а потом еще упражнение дам, посмотрите. Будет интересно. Я сначала покажу, как комбинировать это упражнение. Это крия называется, да? Динамика, динамика. Значит, вот это упражнение делали, вдох, выдох. Сейчас я делаю. Допустим, 10 раз делал. И спустил, потом вот это упражнение делал. И спустил. Опять делал. Примерно 10 раз делал. И спустил, отдохнул, не спешит. Медленно делать, я чуть быстрее показывал. Таким образом, когда динамика включили два упражнения, это крия пошло, движение пошло. Отдохните 1 минуту, не спешите никуда. Сейчас придем на следующее упражнение. Теперь плавно. Если можете это упражнение, то можете так трогать. Если так трогать, кому как можете, значит, ваш уровень тела. Поднимите спина, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 10 дыхания. Потом спускайте, отдохните. Опять сила, если набирали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 10 дыхания. Вот 10 дыхания делал, плавно ноги спускайте.
отдохните. Таким образом делайте 5 раз. Потом поворачивайтесь плавно и руки положите вдоль тела. Плавно поднимите, посмотрите вверх или прямо. Так поз кобра пойдет. Очень хорошо, полезно для спина. जैसे दिखाने आप दो विदक вот я जैसे दिखाने делал плавно спускать. В этом позе отдыхать. Плавно руки переносите. Опять поднимаем локоть ровно. जैसे दिखाने делали. Плавно корпус спускайте, не резко. Плавно руки переносите. И отдыхайте. Потом делайте такой 5 раз. Когда вы делаете под самолет, обе руки далеко поставить как крыло и нога, и на живот, около пупок опор, вдох, выдох, вдох, выдох, 10 раз. Плавно спускайте, отдыхайте. Опять делаем поз кобра, и это поз самолет присоедините. Вот делаю это поз, спускаю, отдыхаю. Я пришел в себя, собирал энергию в себя. Теперь чередую одно за другой поз. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Отдыхаем.
Потом плавно поднимитесь. Jesi dihania делайте. Потом плавно опять поз кобра делайте. Опять обратно. Опять поз кобра делайте. Каким образом делали? Сидите на сидасане. Кулак так положите. Скручки для спина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот все эти скручка, очень легенькие скручки, которые не вредят никуда. И спина ровно делает, осанка нормально, сколиоз будут лечить, тонизирующий эффект дает в организме, и спине, естественно, застой убирает, и вы можете себя чувствовать полноценным. Вот, хотя вы такие упражнения для спины делаете, начинайте, дорогие друзья. Будет вопрос, напишите. Я на связи с вами. И еще, если вам понравятся такие упражнения, я давал несложные упражнения на самом деле, чтобы любой человек может выполнять. Естественно, какие-то сильные патологические состояния спина, то консультируйте врача, влияющего, или я консультирую онлайн, я травматолог, ортопед, да, и могу рекомендовать более конкретные упражнения для вас. Это очень важно, конечно. То, что показывал, это для просто нормального, у кого здоровье есть, пока не знает или не жалуется, то как-то можно делать, но всегда получить рекомендацию более четко, это всегда лучше. Вот таким образом, вы сейчас дома, месяц у нас, который самоизоляция, и могете что-то еще добавить, если вдруг, то вы полноценно можете дома целый час заниматься упражнением, не тратя, делая ни 1 рубль. Зато желание, это ича-шакти называется. У вас должно быть сердце. Я хочу заниматься йогой. Я хочу заниматься йогой. Тогда вы можете делать упражнения йога, медитация, дыхательные упражнения, и знать аюрведа, знать о своей энергии. Я энерголог, я объясняю все взаимоотношения жизненные, человеческие. И вы можете знать, как эта энергия тонко открывается, закрывается, какой суть энергии, как восхождение происходит, эта энергия наша, как пробуждать, как что делать.
как проводить время. Бог дал это жизни нас, и чтобы проводить правильно. Правильно. Один ошибки могут фатальны в нашей жизни. Поэтому энергология объясняет, как правильно поставить в своей жизни, правильно в русле, ты правильно идешь. Неправильно поставил, неправильно идешь. Вот это речь идет о негативной и позитивной энергии в вашем жизни. То, что вам дал сейчас время, самоизоляция или быть на этом состоянии, это не испытание даже. С радостью надо принимать. Когда любые вещи вы в душе принимаете, это мое, я хочу. Вы окрасите это своей окраской, это у вас остается. Если вы окрасите с чужой окраской, это чужое останется. Вот это мул-мантра. Мул-мантра к дороге, мул-мантра к вашей спине. Если это ваша спина, то вы должны заниматься над себя. Каждый день, потому что это ваша, не чужой. Я бы так и сказал. Поэтому занимайте разные упражнения. Есть упражнения для шеи, есть упражнения для глаза, есть упражнения для нога, есть упражнения при разных болезнях, артрит, артроз, от ожирения, похудения, как и сказано, да? Есть упражнения от эндокринной болезни, от репродуктивной системы, от бесплодия или всякие, разные патологии, скажем. Йога полноценная наука, это супернаука, больше, чем наука. Когда наука свой потолок, у них нету дальше что сказать, тогда открываются новые возможности. Горизонт восьмерки бесконечности. Анади, анади, анади. Откуда началась жизнь? Никто не знает более точнее. А где будут заканчивать? Никто не знает точнее. Такое большое время кала-чакра. Кала-чакра. Колесо время. Эпохи. Юг называется на санскрите. Йога всегда были, есть и будет. И пространство всегда были, есть и будет. И действовать наше дело. Наше дело. Мы должны действовать. И все будет прекрасно. Ждите следующий прямой эфир. Если вам понравилось, напишите. И в следующий раз можем заниматься вместе йога. Друзья, задавайте вопросы. Поясничная Ирина болит, поясничная покажите у Ирины. Значит, я поясничную область, я вам показывал упражнения, еще раз вам просто акцентирую. Если, конечно, конкретно надо знать, да, как болит правая сторона, левая сторона поясничной области, или обе стороны болит, или просто застой есть, или долго сидите от этого болит, или какое-то патологическое состояние, грыжа есть, или есть спондилиоз есть, да, или высота диск сниженная. Много вещей надо знать, это йога-терапия. Все-таки то упражнение, которое я вам показывал, как средний, да, общий, широкого спектра действия, разгрузить, да, разгрузить упражнение, допустим, вот это ровно делайте, и вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, 10 дыхания. И спустили, отдохнули. Потом вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, 10 дыхания, и спустили, отдохнули. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, 10 дыхания, и спустили. Потом, после этого,
делайте такое упражнение. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Такое упражнение тоже может разгрузить поясничную область. Также могу делать вот правой ногой поднимите, руки ровно, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, 10 дыхания. И спустили, отдохнули так. Когда полностью энергия появится, тогда поднимите. Также правый, левый. 10 раз делайте, потом соедините. Если можете, то поднимите ноги, сколько можете, допустим так. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. 10 дыхания. И спустили. Отдохните. Этот цикл можете 5 или 10 раз. 5 или 10 раз можете делать. И уже и спина будет легче. Если другие патологические состояния, напишите, приходите напрямую на онлайн-консультацию и более точнее, более конкретнее, индивидуально могу консультировать. Это поз Нараяна, который вы можете отдыхать, это тоже йогический поз. Дома, если сидите, старайтесь на полу, если не холодно, конечно, не простудиться, часто старайтесь на земле сидеть. Это помогает поднимать энергию в теле. Земля нас лечит, земля это энергия, земля это мама, земля это расслабляет. Земля магнитную энергию имеет. Поэтому вот на поз Нараяна отдыхайте, и все усталость могут сниматься, уливайтесь, сияет ваша жизнь, живите. Какие вопросы будут, напишите. Обязательно придем и постараемся все показывать, рассказывать, объяснить то, что я знаю, то, что я могу. Мы все на процессе развития находимся. Вот таким образом вы можете, Ирина, более поясничную область убирать. Естественно, комплексно требуется аюрведический мазь, как трабекул, галарон и так далее можно мазать. Маханарайн тел можно массаж делать слегка. И йога упражнения заниматься, сама массаж можно делать. Если вам это интересно будет, напишите на комментарию, сама массаж покажу на YouTube, как делается. И какие-то аюрведические средства попьете, которые будут костные ткани нормализовать в поясничную область или другие области. Когда болезни поясничной, это не только болезни поясничной области, на самом деле уже разрушение разных костей идет. Люди думают, только меня поясничная болит, на самом деле все не так. Это же каркас тела, а клетки костной ткани везде есть. И обмен веществ костной ткани, если нарушается, начинается диффузный процесс. Диффузный процесс. Это диффузный процесс, дегенерация ткани, которые есть, да, разрушение ткани, генерализованные могут быть. Поэтому не паник делать, но спокойно надо понимать, что это такое и как надо себя. Благодарю, Ирина. Естественно, учитывая ваше мнение, что самомассаж в YouTube показывать. Еще кто-то хочет, тоже выражайте свое желание. Я буду очень рад
подписывайте наш канал и звонок нажмите, если у вас была это следующий эфир, уже информацию вы даете нам стимул, чтобы мы смогли дальше продвигать. Сегодня было первое занятие в YouTube, йога, в плане прямой эфир, хотя мы в Инстаграме и другим канале мы делали иногда. Сейчас вот это возможности воспользуемся для благ всем, тем более такой период, когда есть дома все сидят и не знают без инструмента, как быть занят. Не нужно никакой железа дома. Все железа у вас в теле есть. Все инструмент Бог дал в теле у вас. Даже аппарат массажа не нужно, вы сами себе массаж можете делать. Такие аппарат не нужно тренажерный, который всегда приходилось ходить куда-то и заниматься. И тратить много времени. Вы 1 час на йога, физическое упражнение, 1 час на медитацию, дыхательные упражнения, если тратите, вам так хватит. Поддерживать дорогу, естественно. А если еще больше занимаете медитация, философия йога, это вам даст большой взгляд к жизни. Это тоже важно. Любая наука, когда правильно, четко и больше знаешь, то начинаешь видеть. Видишь и останешься. Поэтому обязательно делайте дома, чем ты научил. Естественно, если какие-то патологии есть, то не делайте. Если сомневаетесь, я никогда не рекомендую, я вас не вижу, естественно, и это очень сложный процесс, кому-то прямо сказать делай. Да? Я врач, я понимаю тонкости каждой болезни, каждой состояния, каждой индивидуальности человеческой. И каждый, у кого-то изгибкость больше, у кого-то меньше изгибкость, у кого-то растяжение хорошее, у кого-то плохое растяжение, у кого-то среднее растяжение, у кого-то очень хорошо получается упражнение, у кого-то нехорошо получается упражнение. Кто-то очень хочет быстро заниматься и достигать цели. Тоже неправильно. Терпение нужно, системно нужно, потихонечку заниматься надо. Москва не построился за один день. Есть такой поговорка, но это есть факт. Также дело самосовершенствования – это огромный труд, ежедневной дисциплины, исполнения. И навигатор требуется. Кто-то один ментор, один учитель, один гуру. Кого ты можешь доверять, вера должна быть. И тебя ведет. Тогда ты можешь делать. Потому что иногда сам занимаешься, не видишь другой стороны, как это происходит, правильно, неправильно. Или опыт, может, не хватит. Такое есть. Поэтому спасибо всем, что вы смотрели сегодня. Я очень рад. Увидимся в следующий раз скоро с другой тематикой. Или эта же тематика, тоже продолжение. Вторую часть можем делать, если желание будет. И другие упражнения, другие болезни. Об этом можем говорить. И также есть медитация, также есть дыхательные упражнения. Спасибо. Благодарю вам всем.